Друзья, всем привет! Меня зовут Ирина Борзова, я московский экскурсовод, и здесь на канале я делюсь с вами своими знаниями о Москве. И сегодня мы с вами прогуляемся по улице Большая Дмитровка, будем заворачивать в ее переулочки, но первое, с чего я хотела бы начать, это с одного из адресов, где когда-то бывал Александр Сергеевич Пушкин. И вот это непримечательное, с одной стороны, здание за моей спиной когда-то арендовал несколько комнат в нем Василий Огонь Дагановский. У него был открыт в его квартире карточный клуб. И этот карточный клуб очень часто посещал Александр Сергеевич Пушкин, у коего сегодня день рождения. Мы снимаем этот ролик 6 июня, и я вот поэтому хотела начать нашу с вами прогулку именно с Александра Сергеевича Пушкина и с небольшой историей из его жизни. Так вот, у Огонь Дагановского собирается весь бомонд, аристократы, в том числе Александр Сергеевич Пушкин. Заседали они здесь с самого вечера и до самого утра. И, как водится, Александр Сергеевич очень талантливый поэт, но абсолютно бесталанный игрок в карты, постоянно проигрывался. И в тот вечер, по-моему, 1830 года, он проиграл Огонь Дагановскому 25 тысяч рублей. Видите, несмотря на талант этого человека, все равно ничего человеческое и в слабости в том числе ему не чужды. 25 тысяч рублей на тот момент, начало 19 столетия, это примерно 1 миллион долларов. Если бы мы с вами эти деньги конвертировали, да, и перевели бы, уже на сегодняшнюю жизнь, как-то переложили эту сумму, 1 миллион долларов. Он не расплатится, Александр Сергеевич, до конца жизни. Тяготила ли его эта страсть, эта слабость? Да, конечно, и у нас есть этому подтверждение. Не опубликованные главы Евгения Онегина. Эти главы или эти строки так и остались в черновиках, но до нас они дошли. И вот что он там говорит. Но мне досталась она часть. Игры губительная страсть. Страсть к банку, не любовь свободы. Ни феб, ни дружба, ни пиры. Не отвлекли бы в минувшие годы меня от карточной игры. Задумчивый всю ночь до света, бывал готов я в эти лета допрашивать судьбы завет, налево ль выпадет валет. Уж раздавался звон обеден среди разбросанных колод, дремал усталый банкомет, а я нахмурен, бодр и бледен. Надежды полн, закрыв глаза, гнул угол третьего туза. С днем рождения, Александр Сергеевич! С днем рождения человек, который подарил нам возможность разговаривать на красивом, литературном русском языке. Ну а я, пожалуй, продолжу нашу прогулку по Дмитровке. К этому зданию мы с вами еще вернемся. Ну что, друзья, поговорили мы с вами об имениннике Александре Сергеевиче Пушкине и переходим уже непосредственно к теме нашей сегодняшней прогулки, а именно к улице Большая Дмитровка, на которой я сейчас и нахожусь. Принято считать, что Большая Дмитровка получила свое название, потому что это была дорога на Дмитров. Но на самом деле это не так. Большая Дмитровка получила свое название, потому что здесь селились выходцы из города Дмитров. Они были ремесленниками, они были мастеровыми людьми, и селились они здесь. А вот дорога на Дмитров проходила по другой улице Дмитровки, которая сейчас называется Малая Дмитровка. И чуть позже мы с вами и по ней прогуляемся, я вам обещаю. Дмитровка очень красива. На ней по сей день сохранились дворянские особнячки. И мы с вами будем заруливать в ее переулки, потому что именно в переулках скрыты жемчужины архитектуры. Улица Дмитровка, несмотря на свою красоту, всегда оставалась в тени Тверской улицы. За моей спиной это здание появилось здесь в 1888 году. Это было строение знаменитого архитектора Шера. Он, кстати, был двоюродным братом Федора Михайловича Достоевского. Не так много построил на территории города, потому что короткую жизнь прожил, но тем не менее какие-то памятники архитектуры сохранились. Так вот, здание это было построено для электростанции. Первая городская электростанция располагалась именно здесь. Ну, давайте с вами изучим архитектуру. Здание построено в псевдорусском стиле. Конец 19 столетия. Этот стиль наиболее популярен. Он преобладает в Москве. Представьте, даже на Красной площади, уж более консервативного места не найти, даже на Красной площади у нас возникают строения
здание псевдорусского стиля или неорусского стиля. Но я говорю преимущественно о верхних торговых рядах, об историческом музее, да, и так далее. Так вот, стиль преобладает, поэтому архитектор Шер строит здание электроподстанции именно в этом неорусском стиле. От неорусского стиля здесь кокошники, бочонки, гирьки, знаете, ну, такой теремок, русский теремок на центральных улицах города. Но, к сожалению, эта электростанция не справляется с мощностью, да, с объемами. В конце 19 столетия москвичей уже около 1 миллиона в городе проживает, и поэтому в конце 19 века, начале 20-го мы отстраиваем другую электроподстанцию на берегу Москва-реки, Раушская электростанция. Ну, это закрывается, и, ну, например, в разное время, чего здесь только не располагалось, было и манеж, центральный выставочный зал, а сейчас, насколько мне известно, здесь внутри располагается арт-платформа, ну, тоже что-то типа выставочного центра. Друзья, именно во дворе здания электростанции располагается то, что я хочу вам показать и о чем хочу рассказать. Но впервые, наверное, наша прогулка начнется не с памятника архитектуры, а, скорее всего, с утраты. К сожалению, внутри электростанции на небольшом пятачке когда-то располагался древний Георгиевский монастырь. Отсюда, кстати, переулок Георгиевский так называется, по которому мы с вами сейчас пройдем. Увы, мы его утратили, мы его потеряли в 30-е годы, но все же, знаете, есть такое понятие гений места или память места. Все же я хочу о нем вам немного рассказать. Ну что, Георгиевский переулок, за моей спиной новое здание Государственной Думы, справа от меня то самое здание электростанции, и мы подошли к месту, где сейчас видим абсолютно такую советскую архитектуру. А здесь на этом пятачке располагается советская школа, в которой, кстати говоря, как-то выступал даже Александр Вертинский. Дело в том, что его девочки, его дочери Марианна и Анастасия учились в этой школе, а школу построили в 1949 году, практически сразу после войны. Так вот, чтобы построить на этом месте школу, понадобилось древние постройки Георгиевского монастыря снести. С чего начинается монастырь? В середине 15 столетия здесь отстраивается храм, посвященный святому Георгию. И именно этот храм дал начало основанию монастырю. Дело в том, что земли эти принадлежали Георгию Захарьевичу Кошкину. Он был, на минуточку, дедом Анастасии Романовны, первой супруги царя Ивана Грозного, и прапрадедом первого царя династии Романовых Михаила Федоровича Романова. И, соответственно, здесь были его земли. Именно он отстраивает в середине 15 столетия здесь храм Георгия. А потом, когда он скончался в начале 16 века, его дочь решает в память о своем отце основать монастырь. И присоединяет к этой церкви земли, на которых когда-то стояли хоромы того самого Георгия Федоровича Кошкина. Затем здесь же, на этом месте, в 17 столетии возникает еще один храм Казанской иконы Божьей Матери. Отстраивает ее Родион Матвеевич Стрешнев. Тоже боярин, богатейший человек. А род Стрешневых, мы с вами помним, возвысился сразу же после того, как Михаил Федорович Романов женился на Евдокии Стрешневой. Это была его вторая супруга. И Стрешневый, конечно, вообще не богатый, не знатный. Род начал возвышение. И вот Родион Матвеевич Стрешнев отстраивает здесь Казанскую церковь, и затем уже в середине 18 века появляется еще один храм Захария и Елизаветы, после того, как Елизавета Петровна, дочь Петра, посетила Георгиевский монастырь. Таким образом, здесь, на территории монастыря, находились келейные корпуса, находились церкви, древние захоронения, некрополи и так далее, но
Приходит Наполеон сначала в 1812 году, сжигает всю Москву, и, естественно, постройки монастырские пострадали, а после страшного пожара 12 года решают монастырь вовсе упразднить и оставить на его территории только церкви, которые стали носить или заимели статус приходских церквей. В середине 19 столетия одну из церквей сносят, ту самую Елизаветы и Захария, и оставляют только Казанский храм и храм Георгия, который был самый первый, был здесь основан. И вот эти храмы два стояли вплоть до 30-х годов. Но в 30-е годы, к сожалению, эти храмы сначала закрывают, а потом уничтожают. И на их месте строят обычное здание советской школы, которое мы с вами сейчас видели. Ну что, друзья, мы с вами поговорили о древнем Георгиевском монастыре, от него ничего не сохранилось, но здесь, на Большой Дмитровке, мы все-таки можем что-то найти, что-то, что сохранилось от монастыря. В частности, вот эти два пилона. Видите, с правой и с левой стороны эти два пилона от въездных ворот на территорию Георгиевского монастыря. И с этими двумя пилонами произошла интересная история в середине 20-го столетия. Как-то на территорию заворачивал грузовик и нечаянно снес один из пилонов. И из этого пилона посыпались монеты 19-го столетия. Ну, естественно, откуда они взялись? Конечно, толпа москвичей налетела. Но тот самый водитель грузовика подумал, а нет ли во втором пилоне таких же драгоценностей и монет? Начинают второй пилон разбивать. Разбили, но там ничего не оказалось. И, может быть, это легенда, может быть, это правда, но я склонна верить в то, что там действительно могли быть монеты в одном из пилонов, потому что, смотрите, когда Наполеон пришел в Москву в 1812 году, москвичи же начинают спешно покидать свой город, и священники Георгиевского монастыря в том числе начинают все драгоценности, иконы, что-то вывозить, а что-то прятать. И наверняка что-то спрятали в этом одном из пилонов. Ну а когда Наполеон покидает уже Москву, люди просто-напросто, и священники в том числе, позабыли, куда они спрятали все свое добро. Ну, так оно здесь и хранилось. До того момента, пока один из водителей грузовика не снес этот пилон и не обнаружил те монеты. Ну, конечно, неизвестно, что стало с этими монетами. Вообще неизвестно, правда это ли легенда, но такой вот интересный факт про вот эти вот пилоны. А вы имеете в виду, что от древнего монастыря Георгиевского кое-что досталось. Вот там доходный дом рубежа веков 19-20 века, но построен он на месте, где когда-то находились палаты Стрешневых. Помните того самого Родиона Матвеевича Стрешнева, который отстраивает на территории Георгиевского монастыря Казанский храм? Вот идем туда, где он когда-то проживал, этот самый Родион Матвеевич. Ну вот, друзья, мы с вами и вернулись к тому зданию, с которого началась наша сегодняшняя прогулка, и уже кое-что об этом памятнике архитектуры мы с вами знаем. Я вам говорила о периоде послевоенном, 26-й год, с 26 по 37-й, по-моему, здесь жил Василий Иванович Огонь-Дагановский, у которого бывал Александр Сергеевич Пушкин. И вообще эти земли, начиная с 17 столетия, принадлежали Стрешневым. Помните тот самый Родион Матвеевич Стрешнев, который был храмодателем и выделяет средства на строительство Казанского храма Георгиевского монастыря, один из влиятельнейших людей своего времени. Он был боярином, и нужно сказать, что если мы будем рассматривать там, его статус, да, по карьерной лестнице, то боярин — это вот еще немного, да, еще один шаг, и царь.
То есть выше уже некуда. Можно представить, какой богатый это был человек. Естественно, у него в центре Москвы недвижимость, да, на которой он отстраивает для себя хоромы. И вот эти земли он передает своим сыновьям, те, значит, своим внукам и так далее, и так далее. И вплоть до 17-го года прошлого столетия эти земли принадлежали Стрешневым. И, конечно, эти хоромы Родиона Матвеевича Стрешнева, сначала они были хоромами 17-го столетия двухэтажными, да, затем они перестраиваются, безусловно. И вот после войны 1812 года уже перестроенное здание принадлежит одному из родственников Родиона Матвеевича. Он, естественно, здесь не проживает, и он начинает комнаты в этой усадьбе сдавать в наем. И, естественно, здесь кто только не жил, да, это здание может быть непримечательно снаружи, но оно, вы знаете, богато с биографией своих жильцов, и мы с вами уже выяснили, 20-30-е годы 19 столетия здесь и Пушкин бывал, а вот в середине 19 века здесь несколько комнат арендует Лев Николаевич Толстой, и проживает он здесь со своей супругой Софьей Берс. И у нас сохранились воспоминания супруги Льва Николаевича Толстого о днях, проведенных вот здесь. Вся жизнь шла хорошо. Я все любила в Москве. Даже нашу Дмитровку и нашу душную гостиную-спальню. И кабинет, где Лёва лепил свою красную лошадь, и где сидели, бывало, вдвоем вечерами. И вы знаете, когда я прочла эти воспоминания Софьи Андреевны, я подумала, что это за красная лошадь. Может быть, это какой-то, знаете, вот в семье так общаются, да, может быть, это какая-то шутка семейная или еще что-то. Но я выяснила, это красная лошадь, это творение самого Льва Николаевича. Дело в том, что он, когда жил в Москве, брал уроки лепки у одного из выдающихся скульпторов того времени, Рамазанова. Он ходил к нему домой, учился, но лепщик из Льва Николаевича Толстого, ну прямо скажем, никакой, в отличие от литератора и от писателя. И вот он слепил, помню точно, вот эту красную лошадь, которую упоминает в воспоминаниях Софья Андреевна. Он слепил Антиноя, и еще какая-то третья скульптура у него была, но все как-то ему очень трудно удавалось, и как-то он пришел к скульптору Рамазанову домой, и встретила его жена, Льва Николаевича, жена скульптора Рамазанова, и поинтересовалась: Лев Николаевич, как ваш Антиной поживает? Плохо поживает мой Антиной. Флюс у него образовался, сказал Лев Николаевич, намекая на то, что не удается ему это. В конечном итоге он бросит эти курсы лепки, опять-таки вернется к литературе, но у нас в памяти останется то, что Лев Николаевич пробовал себя в разных стезях, да, и в разных профессиях. Ну и еще один интересный факт, связанный с этой усадьбой, скрытой во двориках Большой Дмитровки, это то, что в конце 19 столетия здесь размещалась редакция журнала «Будильник». В «Будильнике» в свое время начинал свою деятельность журналистскую, репортерскую Владимир Гелеровский. В «Будильнике» начинал печатать свои небольшие рассказы Антон Павлович Чехов. И печатался он здесь сначала под псевдонимами Антоша Чехонтей, Человек без селезенки, Палата номер 6. И в «Будильнике» же работал молодой, тогда еще никому неизвестный Фин Шампань. Так он подписывал свои иллюстрации, а он работал именно иллюстратором либо Фин Шампань, либо Ф. Ша. Он был лучшим другом Антона Павловича Чехова, и здорово, если вы догадались, кто это, потому что этот иллюстратор станет одним из выдающихся московских архитекторов, архитектором модерна. Звать его Федор Осипович Шехтель. Поначалу он, как и Антон Павлович Чехов, не верил в свой талант и подписывался псевдонимами. Ну а потом уже, когда веры появилось больше и уверенности в своих силах и в своем таланте, он уже начал подписывать свои работы своим истинным именем. Друзья, мы с вами, гуляя по Большой Дмитровке, только что видели усадьбу, которая не уцелела в пожаре 1812 года. Но сейчас мы свернули в Дмитровский переулок, и здесь располагается усадьба, во дворе которой мы, собственно, и находимся, которая не пострадала в страшном пожаре 1812 года. Она сохранилась, она уцелела. Ее вообще появление связано с 1790 годом.
Затем после пожара это владение откупает один из московских купцов Григорий Шканов. И он ее несколько перестраивает. Ну, как он ее перестраивает? Он, во-первых, здесь стояло как тогда 2 флигеля, остался только один, левый флигель. Второй флигель он, к сожалению, сносит и разбивает на месте второго красивый сад. Здесь когда-то действительно был красивый сад, уж поверьте мне. Значит, левый флигель он несколько расширяет, и он немного перестраивает главный дом. Вот тот, который видите за моей спиной. Обратите внимание, главный дом двухэтажный, и здесь, даже не заходя в него, можно понять, где, на каком этаже проживал хозяин дома, а на каком этаже проживали слуги. Ну, можем понять это по наличникам. Наличники окон первого этажа абсолютно скромные, да, без всяких каких-то вычурных декоративных элементов. Там просто такой архитектурный элемент лопатка в качестве наличника и всего лишь. А вот окна второго этажа, они уже украшены наличниками побогаче. И это значит, что хозяин этой усадьбы проживал именно на втором этаже, а на первом складские помещения или жили слуги. Но это еще не все, друзья мои. Дело в том, что эта усадьба – это настоящая шкатулочка с секретом. И сейчас мы с вами пройдем через бывший каретный проезд. Уж не на карете, извините, пешочком пройдем. Окажемся во внутреннем дворе этой усадьбы, и я вам кое-что интересное покажу. Ну, понятно, что сейчас здесь уже современная Москва, здесь открыт отель «Столешников». Кстати говоря, думаю, что хороший отель, судя по локации, близко к центру. А мы через каретный проезд идем на внутренний двор. Мы пришли во внутренний двор уцелевшей усадьбы, уцелевшей в пожаре 2012 года. И здесь я хочу задать вам вопрос. Вам, Иван, как вы думаете, что вот это такое? Вот видишь, вот этот выступ? Ну, можно предположить, что здесь находилась, например, лестница, да, внутренняя. Лестница, по которой слуги сновали с первого этажа на второй, там, либо подавали блюда какие-то, либо еще что-то. Но на самом деле никакая это не лестница, никакой это не черный ход. Этот выступ, внутри там располагается ретирада. Еще один вопрос. Что такое ретирада? Ретирада – это общественные туалеты, которые появились у нас в конце 19 столетия. А помнишь, мы говорили, когда снимали про ГУМ передачу, я говорила о том, что там у одного из купцов в его этом бутике, магазинчике, номере пахло как в ретираде. И там я как раз-таки объясняла это понятие. Если вы смотрели наши ролики, то уже знаете, что это такое. Но для тех, кто к нам недавно присоединился, объясняю. Ретирада – это первые общественные туалеты. Почему их назвали ретирада? Французское слово переводится как убежище, потому что наши депутаты Мосгордумы подумали, что в общественный туалет москвич конца 19 столетия не пойдет. А вот в ретираду он вроде как пойдет и с большим удовольствием. Но на самом деле первые ретирады, которые появились у нас на Смоленской площади, люди их проходили мимо них, крестились и вообще думали, ну как так по нужде ходить, допустим, не дома, да, или в какое-то отхожее место. Отхожих мест в Москве было огромное количество. Что такое отхожее место? Это, по сути, такая выгребная яма. И, вы знаете, этих ям было много в Москве, потому что у нас канализации это не было на момент там, второй половины 19 века. Канализация появилась только в конце 19 века, в начале 20-го. И, понимаете, канализации нет, существуют такие выгребные ямы. По Москве, по городу зловония распространяются. И из этих выгребных ям постоянно выгребали, по-другому не скажешь. Все это, значит, то, что в них содержимое, да, этих самых выгребных ям, выгребали золотари. Это была профессия, конечно, не очень престижная, но золотари, они получали большую заработную плату за свой труд. Работали они преимущественно ночью. Значит, вычищали эти выгребные ямы, чтобы на утро уже как-то так избавить Москву от зловонного запаха. Так вот, выгребные ямы были по всей Москве, а некоторые хозяева усадеб начинают эти выгребные ямы, ну, как-то вот так закрывать, да, облагораживать, не прям во дворе она располагалась, допустим, она могла располагаться в доме и как бы входить вот в архитектуру дома, да, ну, при этом там
от запаха скрывала дверь и так далее. Так вот, вот этот архитектурный элемент, выпирающий из стены, он и называется ретирада. То есть там внутри у купца, владеющего этой усадьбой, располагался туалет. Но опять же и к нему приезжали золотари, и, значит, из туалета все содержимое вывозили и так далее. И, конечно, таких ретирад мало где осталось. Вот практически эта усадьба последняя из Магикан. Сейчас там что располагается? Меня вот очень часто экскурсанты спрашивают: Ира, сейчас там тоже ретирада? Я не знаю, я не была в этом отеле, но вполне возможно, что сейчас в этом отсеке, я думаю, скорее лестница какая-нибудь. А может быть и оставили ретираду, кто его знает. Вот так раньше жили москвичи, но благо сейчас у нас есть и водопровод, и канализация, и все блага мира сего. И мы можем ходить по городу, наслаждаться, вдыхая прекрасные ароматы цветов, а не содержимого тех самых бочек золотарей. Говоря о жильцах этой усадьбы, стоит отметить еще одну личность. Это Егор Егорович Егоров, последний владелец этой усадьбы. Ему отец оставляет наследство трактир на Охотном ряду, трактир Егорова, так он и назывался, и причем он был самым знаменитым трактиром в Москве на момент конца 19 столетия. Знаменит был тем, что Егоровы, они старообрядцы. И у них было, они были очень строгими, верующими людьми, очень строго все было. В трактире нельзя было курить, в трактире нельзя было выпивать, выпивка там не продавалась, в трактире висели иконы. Это, мне кажется, знаете, мне кажется, что сейчас кофемания, известно же, что в каждой кофемании стоит икона в определенном месте, икона Богородицы. И мне кажется, что вот хозяева кофемании, может быть, знали, что у нас уже был такой трактир с иконами на Охотном ряду, трактир Егорова. Так вот, у него, значит, был он двухэтажный, и обожали, это был самый знаменитый трактир Москвы, обожали москвичи туда ходить, и он даже упоминается у Ивана Алексеевича Бунина в «Чистом понедельнике». Там героиня заходит со своим кавалером в трактир Егорова на первый этаж, на первом этаже ей не очень понравилось, они поднимаются на второй этаж, и там она обращает внимание на икону Богородицы Троеручица. И вот они там присели, и перечитайте Бунина, и увидите описание этого самого егоровского трактира. Так вот, отец Егора Егорыча оставляет ему этот трактир наследство, но он решает, что он не будет вести дела, он его продает и занимается тем, что в своей усадьбе коллекционирует живопись, коллекционирует иконы. У него здесь было порядка 1400 икон древнерусских. У него здесь были древнерусские рукописи, книги. Он был у него семьи не было, он был очень замкнутым человеком, мы практически ничего о нем не знаем, кроме того, что он был действительно коллекционером, не бизнесменом, и он планировал все свои иконы передать Федосеевской общине Преображенского кладбища. Но, увы, не случилось. В 1917 году наступила революция, национализация, и всю коллекцию Егорова национализировали и передали в разные музеи нашего города в том числе. Ну, а в этой усадьбе, как мы уже выяснили, сейчас открыт отель, который называется «Столешников». По-моему, так. Но сейчас мы с вами пришли к месту, где тоже когда-то находилась дворянская усадьба, но сейчас мы это место называем сквером, и нам ничего не напоминает о том, что здесь когда-то находилась дворянская усадьба. А все почему? Потому что в 1998 году здесь произошел обвал грунта. Вы представляете, вот на этой территории, рядом с ней, по правую и по левую руку, 3 усадьбы просто ушли под землю вместе с автомобилями. Были какие-то коммуникационные работы, и строители хорошо не изведали эту территорию и докопались до одного из рукавов реки Яглинки, хлынула вода. В общем, это было жутко. Посмотрите несколько фотографий, я сейчас выложу, как здесь все было в конце 90-х годов. Так вот, усадьбы, увы, к сожалению, ушли под землю. Восстановить их не представляется возможным. В том числе под землю ушло и несколько автомобилей, один из которых достать не удалось. И его решили засыпать, Дмитровку опять заасфальтировать. И мне очень интересно, когда, допустим, лет через 100
кто-то будет проводить здесь раскопки и докопается до почвы, до грунта времен Ивана Грозного, и там обнаружит, автомобиль Гранд Чироки. Представляете, каково будет удивление? Ну да ладно, значит, все заасфальтировали, эта территория освободилась. Естественно, на освобожденной территории мы установили памятник Майе Михайловне Плисецкой, выдающейся балерине своего времени. И сквер этот назвали сквером Майи Михайловны. Все почему? Почему здесь установили памятник? Потому что Большой театр неподалеку. Сама Майя Михайловна, конечно, жила у нас на Тверской улице, но трудилась-то она здесь. И скульптором выступил Митрошин. Митрошин никогда не работал с большими монументами. Он изготавливал маленькие статуэточки. У Майи Михайловны такая статуэточка Митрошина дома хранилась. Она ей очень нравилась, и она как-то еще при жизни изъявила желание, чтобы если ей будет установлен памятник, то пусть он будет сделан скульптором Митрошиным. Но Митрошин создал этот памятник, как только его установили, сразу обозвали памятником штопору. Обратите внимание, да, Майя Михайловна в такой вот интересной позе. Я здесь штопора не вижу, но москвич, значит, народ, да, сразу же его так обозвал, разными легендами памятник оброс. И сходство это идет из-за того, что места очень мало. Памятники, они устанавливаются на больших площадях, где угол обзора большой. Здесь, конечно же, мы, по сути, Майю Михайловну-то саму не видим, да, мы подходим вблизи, упираемся в сам постамент. Вот если бы мы любовались на этот памятник с египетского дома, тогда мы бы на Майю Михайловну любовались как зрители, допустим, с билетажа на сцену, где Майя Михайловна танцует. А пока мы любуемся на этот памятник как будто бы из оркестровой ямы, да, и нам он весь во всей красе не предстает. Хотя Майю Михайловну, безусловно, мы любим, мы чтим, мы помним. Это выдающаяся балерина, которая была еще и законодательницей моды. Стоило ей одеть коротенькую норковую шубку белого цвета, как все москвички бежали в меховые магазины и скупали себе это меховое изделие. Либо еще один интересный факт про Майю Михайловну: она была музой Пьера Кардена. Карден для нее шил наряды, в которых она выступала, и наряды, в которых она посещала разные светские мероприятия. К слову о мехах, именно здесь, на Большой Дмитровке, так же, как и на Кузнецком мосту, располагались несколько магазинов купца Михайлова. Он был поставщиком двора его императорского величества, и в его меха были одеты практически все богатые москвички XIX века. Кроме магазинов, здесь он построил для себя еще и меховой холодильник. Неправильно выразилась. Конечно, построил он его не для себя. Построил он для тех москвичек, которые обожали захаживать в его магазины и приобретать себе норковые манто, полушубки или шубки в пол. Завернули еще в один тайный дворик и оказались здесь на территории мехового холодильника. Этот меховой холодильник, это здание построил все тот же купец Михайлов, который был поставщиком двора его императорского величества. Обратите внимание, здание украшает герб двуглавый орел, символ царской власти, герб имперской России. И такие гербы в основном разрешалось рисовать или изображать на своей продукции поставщикам двора его императорского величества. Чтобы получить статус поставщика двора, нужно 10 лет осуществлять свою деятельность без отрицательных отзывов, производить качественную, какие-то продукты питания, водка, да, у нас был виноводочный король Смирнов, который тоже был поставщиком двора его императорского величества. Или, например, шить первоклассные шубки для москвичек и москвичей. А такие шубки шил как раз-таки купец Михайлов, и его трудовую деятельность заметили, его сделали поставщиком двора. И помимо огромного количества магазинов по Москве и по всей Российской империи, он отстраивает еще и меховой холодильник, чтобы модницы могли хранить свои шкурки, шубки, перчатки с пушниной. Здесь в летний период преимущественно, да, зимой, пожалуйста, наряжайтесь в них, ходите, щеголяйте, красуйтесь, а в летний период можете хранить их у меня. Этот меховой холодильник был оснащен по последнему слову техники. Дело в том, что с 3 по 8 этажи не было окон. Сейчас, конечно,
их прорубили, но раньше окон не было. Воздух внутри кондиционировался, стены были обиты панелями из пробкового дерева. То есть меха здесь не портились, а то и вовсе улучшались, знаете, с течением времени. Но нужно сказать, что это здание построено в 2012 году. В 2017 году у Михайлова все было национализировано, но это здание по-прежнему занимал уже в советское время склад пушнины и по-прежнему работал и был открыт меховой холодильник в советское время. Но я должна вам сказать, что меховой холодильник открыт и сейчас. И сейчас москвички, современные москвички, хранят здесь свои меха, шубки, но иногда даже ковры привозят. Я ни разу не сдавала, не могу сказать, как это все происходит, куда надо заходить, но знаю точно, что часть помещений отданы под офисы, а в какой-то части из помещений, в какой-то из частей помещения располагается тот самый меховой холодильник. Ну что, друзья, вот и все. Вот и закончилась наша небольшая прогулка по улице Большая Дмитровка. Прогулка небольшая, улица большая. И я надеюсь, что вы сегодня вдохновились на то, чтобы уже самостоятельно погулять не только по этой улице, но и по разным другим улицам нашего красивейшего города. Изучайте Москву, любите Москву, вдохновляйтесь Москвой. Ну а мы с вами встретимся в следующий раз. Пока не знаю, по какой улочке будем гулять. Не забывайте подписаться, чтобы не пропустить наши следующие эфиры и выпуски. Не забывайте поставить лайк, может быть, как-то прокомментировать захотите, да, или, может быть, у кого-то связанные воспоминания с Большой Дмитровкой, поделитесь, я буду рада их прочитать. До новых встреч, всего доброго, пока-пока, друзья!